5 способов, как обезоружить нарцисса. Представь себе такую ситуацию, что тебе приходится с таким человеком общаться. Предположим, это твой родственник, твоя мать или это твой сын, тебе приходится общаться, либо это твой партнер, но ты пока еще не приняла решение выходить из этих отношений. Предположим, ты пока думаешь о том, что дальше делать, но ты находишься в этих отношениях, и ты понимаешь, что это общение с этим нарциссом, оно тебя как-то разрушает. Так вот, в этом видео мы с вами разберем 5 способов, как ты можешь обезоружить нарцисса и сделать это общение менее травматичным и менее ранящим для тебя. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о том, каким образом ваше общение с нарциссом сделать для вас более безопасным и более каким-то эффективным, насколько это возможно. Если там тема интересна, я думаю, что она должна быть интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. И первая вещь, которую вам стоит освоить, это навыки эмоционального отстранения. Дело в том, что человек с нарциссическими чертами, нарциссическим расстройством личности, то, что мы в общем называем нарциссом, это человек, у которого личность такая вот полна внутренней несознаваемой тревоги, у него в личности много такой нестойкости, неуверенности в себе, вот это вот сомнением в собственной значимости, и ему нужен кто-то другой, в отношениях, от кого он будет получать так называемый нарциссический ресурс. То есть вот есть нарцисс, ему важно, чтобы другой человек давал ему знаки признания, знаки какого-то внимания, не знаю, поддерживал его в каких-то там его разговорах. То есть мне нужно, считает нарцисс, чтобы рядом был кто-то, кого могу опираться. Ну и потом, нарцисс часто прикасается к внутренней такой пустоте. Он это, конечно, не осознает, но вот бывает, что он как-то начинает вроде как догадываться, что он не такой, каким он пытается себя показать, а на самом деле есть в нем какая-то внутри такая вот изъян, который он не понимает и не осознает. И в этот момент ему становится тревожно, и внутри его он как бы темные тучи такие аффективные находит. У него настроение становится таким угрюмо, каким-то вот рассерженно таким минорным. И ему очень важно человека, с которым он находится в отношениях, раскачать на похожие эмоции. Поэтому вы часто можете быть свидетелем того, как вот, скажем, если вы находитесь в отношениях с нарциссом, он приходит и начинает с какой-то своей угрюмостью, своими какими-то подколками, каким-то токсичным общением, просто приводить вас в настроение такое вот, что вам не окей, вам некомфортно, максимум это вы плачете или просто у вас плохое настроение. И как только он чувствует, что я своего близкого человека довел до вот такого плохого настроения, которое созвучно моему настроению, он в этом месте чувствует какую-то внутреннюю поддержку. То есть я могу другого человека сделать таким же, как я. Значит, я в этом месте немножко такой устойчивый. Поэтому вам нужно понимать, что когда вы общаетесь с нарциссом, все, что он говорит, вам нужно воспринимать максимально неэмоционально. Если он вам предлагает куда-нибудь пойти поужинать, вы должны это воспринимать как, грубо говоря, деловое предложение. Вот мне предложили, чтобы мы пошли вместе поужинать. Мне это нужно или не нужно? Если он предлагает какую-то такую, поговорить, давай поговорим с тобой на что-нибудь такую интересную тему, отстраненную там, причины, не знаю, Первой мировой войны, или там какие-то новости из робототехники там, или криптовалюты. Опять же, воспринимайте это так. Он сейчас начнет меня на какие-то эмоции раскачивать, и мне вообще этот разговор сейчас нужен или не нужен. То есть техника эмоционального отстранения выглядит так. Вы человека, с которым вы находитесь в близких отношениях, предположим, это нарцисс, ваша мать или отец, или ваш там сын, или кто-то еще на работе, но я с ним общаюсь не как вот с человеком полноценно, а как просто с каким-то менеджером, который мне что-то предлагает, а я эти предложения рассматриваю в таком холодном состоянии. Надеюсь, это было не слишком сложно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понятно ли вам, что такое эмоциональное отстранение в отношениях с нарциссом. Так и напишите. Мне понятно, что такое эмоциональное отстранение в отношениях с нарциссом. Либо напишите, мне непонятно, что такое эмоциональное отстранение в отношениях с нарциссом. Если я пойму, что как-то это слишком было путано, я отдельное видео запишу. Вторая важная вещь, которую вам нужно научиться делать в отношениях с нарциссом, это выстраивать свои границы. И начать нужно с каких-то простых вещей. Начиная с физических границ, потому что они наиболее очевидны, наиболее объективны. То есть научитесь закрывать дверь, научитесь, там, не знаю, поставьте пароль на телефон, если вы понимаете, что он туда влазит. Научитесь включать, скажем, беззвучный режим, если понимаете, что он вам названивает тогда, когда вам не нужно. Если он вас как-то слишком достает, и вы с ним как-то не сильно близко общаетесь, можете его где-то как-то заблокировать, там, если вы понимаете, что вам прямо это мешает. Также вам важно выстраивать эмоциональные границы. И что здесь можно первое сделать, это вы начинаете просто проговаривать ртом, что мне это не нравится. Ты сейчас говоришь на повышенном тоне, мне это не нравится. Ты сейчас на меня кричишь. Я замечаю, что ты сейчас меня перебиваешь. То есть вы просто обозначаете те вещи, которые вам не подходят. Не факт, что, конечно, он перестанет в тот же момент нарушать эту границу, но то, что вы должны сделать со своей стороны, это вам нужно обозначиться, что мне такой твой тон общения не нравится. Такой, скажем, формат, там, интенсивность твоего крика мне тоже не нравится. То, что ты там, скажем, заходишь и перебиваешь меня, пока я разговариваю с другим человеком, или там, я, скажем, работу
где-нибудь, вот, и ты подходишь, меня перебиваешь. Я тоже, вот это мне не нравится, и я вижу, что это происходит. Это то, что вы можете сделать в плане выстраивания эмоциональных границ со своей стороны контакта. Вам важно сохранять свои личные границы. Это действительно важно. Напишите в комментариях: ты не нарушишь мои границы больше никогда. Напишите эту фразу, чтобы это было как будто бы символизмом и закреплением вашего намерения не позволять другому человеку нарушать ваши границы. Третья вещь, которая позволит тебе обезоружить нарцисса, если ты будешь использовать ассертивное общение. Ассертивное общение, на противовес, так сказать, агрессивному общению, это такое общение, когда я дохожу до границы контакта, но не перехожу эту границу. Я очень четко, я сообщениями говорю о своих намерениях и желаниях. Агрессивное, такое неэкологично агрессивное общение, это когда я прорываю границу другого человека, я использую много «ты» сообщений, много таких обвинений и говорю не о том, что собираюсь сделать я, а о том, что должен делать другой человек. Ну, вот такой пример. Ассертивное послание. Я сегодня вечером собираюсь с друзьями пойти на концерт. Вот, я четко, спокойно и холодно сказал о своих намерениях, о своих желаниях и о том, что, собственно, будет происходить. При этом никак не задевая другого человека. Пример такого неэкологично агрессивного послания. Ты должна сегодня сидеть дома, потому что ты женщина, а здесь я зарабатываю деньги, я устал, и мне нужно с друзьями сегодня пойти на концерт. А ты сиди здесь, и не надо мне перечить. То есть, понимаете, что происходит во втором случае? Я сразу нарушаю границу другого человека. Я как бы предвосхищаю, что могут быть какие-то претензии, или может быть просто какое-то вот, ну не знаю, обсуждение. Предположим, я понимаю, что вот женщина моя, скажем, она не хочет, чтобы я куда-то шел. Я сразу, не рассматривая вариант вообще какого-то обсуждения и поиска компромисса, сразу ее обвиняю, сразу говорю о том, что я вот имею тут такое-то право, сразу ее унижаю и заявляю о том, что вот, ну, я буду, значит, делать то, что я собираюсь. То есть агрессивное общение — это то, как общаются часто нарциссы, это то, что вы не должны позволять по отношению к себе. А ассертивное общение — это то, как вам очень важно ясно говорить о своих намерениях, точно проговаривать, что вам важно, что для вас интересно, что для вас ценно. При этом ни в коем случае не нарушать границу нарцисса, не втягиваться с ним в эти игры. Потому что часто бывает, что вот люди говорят: а вот если я буду зеркалить нарцисса, а если я тоже буду с ним вести себя так же, как он со мной ведет? Вы в его игру, на его поле у него не выиграете. Ведите себя как здоровый человек, а не как человек с нарциссическими чертами. Четвертый способ обезоружить нарцисса — это использовать технику серого камня. Это такая техника, которая, с одной стороны, очень эффективна, с другой стороны, она имеет много ограничений. Основа этой техники, что ты себя ведешь эмоционально, как серый камень, то есть как будто бы совершенно не эмоционально, стараешься максимально ограничить общение с нарциссом, ты сам его не провоцируешь, сам к нему не обращаешься, если тебе только вот не необходимо. На его какие-то, не знаю, обращения тоже реагируешь максимально так вот отстраненно и считаешь, что не игнорируешь. То есть это, в принципе, такой частичный игнор. Если мы говорим о том, что вам нужно с таким человеком общаться, предположим, это ваш какой-то вот, не знаю, сын, кто-то из родственников, кто-то на работе, ваш начальник, как ты с ним не будешь общаться, или партнер, с которым вы живете, но вы еще не приняли решение продолжать эти отношения или как бы оканчивать их, просто вы пока находитесь в этих отношениях, по факту понимаете, что человек нарцисс, вы включаете эту вот тактику поведения серый камень, но тогда непонятно, для чего вам нужны эти отношения. То есть я нахожусь вроде бы как в отношениях с человеком, но я с ним не общаюсь. Единственное, для чего это может быть необходимо, если вам нужно немножко побыть в каком-то спокойствии, немножко подпереться, как-то опереться на себя и принять решение. То есть я вот сейчас не готова прямо сейчас выходить из этих отношений, но мне нужно подумать. Мне нужно подумать и принять это решение. А пока мне важно, чтобы меня максимально сильно как-то вот фрустрировали. И я включаю вот эту методику серого камня. Серый камень очень похож на эмоциональную отстраненность. Единственная разница в том, что когда мы включаем этот механизм, навык эмоциональной отстраненности, мы общаемся с нарциссом на рациональном таком вот разумном уровне, полностью исключая все эмоциональное. В случае же с серым камнем мы и общение даже рациональное стараемся с ним ограничивать. То есть как серый камень не разговаривает, серый камень не слушает. Пятая вещь, которая сможет обезоружить нарцисса, это если вы сможете уделить достаточно внимания самоподдержке и заботе о себе. Дело в том, что часто бывает так, что вот человек, который находится в отношениях с нарциссом, изолирован от другого общения. Это один из способов, как нарцисс старается вести себя со своей жертвой. То есть человека нужно полностью контролировать, его нужно ограничить. И вот вы оказываетесь, например, в отношениях с мужчиной, вы понимаете, что вдруг вы осознали, что он нарцисс, а у вас и раньше как бы не очень много было общения, а плюс вы еще как-то больше ушли в эти отношения, ваши какие-то друзья, там, вы с ними меньше общаетесь, остались там 3 сотрудника и 2 родственника, все, и вот этот человек. Соответственно, даже если
вы будете использовать вот эти 4 способа, о которых я сказал выше, будете как-то отстраняться от нарцисса, то вы таким образом окажетесь в патовой ситуации, когда так, а с кем мне тогда общаться? По сути, переставая общаться с нарциссом, я делаю хуже себе. И тогда вот часто бывает, что вот жертва нарцисса после какой-то его такой вот нападения, каких-то вот неприятных таких вещей, вроде как от него отгораживается, а потом сама все равно идет на контакт, потому что ну хоть какое-то же общение должно быть. Вам нужно просто понять, каким образом вы сможете себя эмоционально поддерживать, какие у вас есть потребности и как вы можете их экологично удовлетворять. Если у вас есть потребность в близости, то где вы можете получить эту вот близость? Если у вас есть потребность в самореализации, где вы можете получить эту самореализацию? В признании, каким образом вы можете сделать так, чтобы люди признали вас? Потому что любой человек имеет что-то, за что его может быть признан в каком-то сообществе. То есть поддерживайте себя и заботьтесь о себе. И забота о себе, кстати, может быть в таком более широком смысле. Там, не знаю, сделайте чекап своего здоровья, займитесь спортом, если вот вы занимались, а потом забросились. Займитесь хобби там, каким-то своим, например, там, танцы, не знаю, пение, что-то, опять же, велосипед, что-то, что приносит удовольствие. Чем больше таких вещей будет в вашей жизни, не связанных с отношениями с нарциссом, тем вы больше сможете в этих отношениях как-то себя удерживать. То есть это не должно быть вашей основной проблемой и основной такой вот разрушающей вещью в вашей жизни. Даже если вам необходимо с таким человеком общаться, предположим, это начальник, опять же, или какой-то родственник, от которого нельзя отказаться, то в вашей жизни должны быть какие-то другие вещи, на которые вы можете опираться. Что-то такое позитивное, что-то такое вот приятное и радостное. Если у вас есть опыт общения с нарциссом, и вы понимаете, что у вас какие-то там травмы были, или вы прямо сейчас находитесь в актуальных отношениях, и вам сложно с этим разобраться, пожалуйста, записывайтесь ко мне на консультацию. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети, вы там пишите личное сообщение, мы с вами договариваемся. Потому что часто бывает, что нужно начать что-то прорабатывать для того, чтобы начались какие-то изменения. Потому что бывает, сам себе ты помочь не можешь, потому что я все вроде как понимаю, все вижу, много там видео, статей прочитала, просмотрела, но вот как бы движения никакого нет, какой-то такая вот, какая мертвая точка. Чтобы двинуться с мертвой точки, иногда нужно такой толчок, который может стать такая консультация. Также напишите, если у вас есть горький опыт общения с нарциссом, каким образом вы его обезоруживаете, потому что когда вы делитесь своими какими-то опытом, своими примерами, это очень важно, потому что это что-то такое реальное, конкретное. И в психологии отношений очень важна индивидуальность и разнообразие. Очень часто мы приходим к тому, что нету каких-то прям универсальных советов для всех случаев жизни, а вот индивидуальные какие-то ситуации, индивидуальные кейсы, индивидуальные способы адаптации, это всегда очень интересно. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, я буду вам очень благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.